Всем привет! С вами снова Аврора Мейн, и сегодня мы продолжим играть в игру My Twin Romance в приложении My Drama. Я почти полчаса гуляю по кварталу. В первый день я не могу опоздать. А вдруг мадам Такака написала неверный адрес? Я прошла мимо огромного дома минимум 3 раза. Это не может быть он. Или может? Что мне делать? Позвонить в звонок у дверей большого дома, погулять еще немного, смотреть на дом, вдруг я кого-то узнаю. Конечно же, мы позвоним и не будем здесь гулять. Этот дом в 10 раз больше дома моих родителей. Закусывая губу, я звоню в звонок. Когда я уже готова была потерять терпение и уйти, дверь открыл мужчина с длинными рыжими волосами. «Да? О, добрый день! Вы, должно быть, мисс Аврора? Мы вас ждали!» «Господи! Этот чувак похож на Греля! Если вы смотрели аниме «Темный дворецкий», вы знаете, о чем я говорю. Блин, он серьезно очень похож. Это даже забавно. Я Акабана. Пожалуйста, входите». Он шире открывает дверь и кивает. «Вы знаете, как меня зовут?» «Конечно. Как я уже сказал, мы ждали вас». «Мы?» «Аврора, ты здесь. Я ждала момента, когда ты будешь здесь со мной, с той вечеринки». Мадам Такака еще красивее, чем мне помнилось. Ее холодность внушает трепет. Меня так отвлекли ее сыновья, что я почти забыла, как она выглядит. Их сейчас здесь нет. Ты искала близнецов, да? Я подумала, будет лучше, если ты тут устроишься, пока их нет. Хмурясь, она проходит мимо меня. Где твои сумки? Мои сумки? Конечно. Разве я тебе не сказала? Ты будешь жить здесь, пока ты работаешь у меня. Жить здесь? Смеясь, она хлопает в ладоши. Места у нас полно. И так ты сможешь лучше выполнять свою работу. Не будет никаких дурацких поездок на работу и с работы, если ты будешь жить здесь. Итак, давай тебя разместим. О, Акабана, не сходишь в магазин купить Авроре самое необходимое? В конце концов, это моя вина, что я забыла сказать ей взять с собой вещи. Да, мадам. Он кивает и собирается уходить. Что мне сказать? О, нет, вам не нужно этого делать. Спасибо большое. Это правда необходимо? Давайте мы выберем. О, нет, вам не нужно этого делать. О, нет, вам не нужно этого делать, правда? Чепуха! У меня никогда не было дочери, чтобы покупать ей красивые вещи. Побалуй меня немного. Я застенчиво улыбаюсь в ответ и приминаюсь с ноги на ногу. Спасибо, мадам. Ты слишком милая. Если бы у меня была дочь, я бы хотела, чтобы она была как ты. Иди за мной. Мадам ведет меня в гостиную, где ждет еще один мужчина. Он такой высокий и мускулистый. Я вдруг понимаю, что пялюсь на него и быстро моргаю. Курагана. Это юная леди, о которой я тебе говорила. Курагана? Кажется, близнецы говорили, что он слуга Хару. Приятно познакомиться. Если у тебя будут вопросы, просто спроси меня. Спасибо. В этом доме все красивые. Должно быть, это заразно. Курагана с нами уже много лет. Он потрясающий. Спасибо, мадам. С чего вы хотели бы начать? Почему, мадам, не начать с моей комнаты? Я иду за мадам по лестнице, затем по нескольким коридорам. Как я вообще запомню дорогу сюда? Это моя комната. Если я тебе понадоблюсь, ты можешь прийти сюда. В основном твои обязанности будут заключаться в уборке дома и уходе за садом. Иногда мне кажется, что моя карьера не позволила мне быть хорошей матерью,
которой я должна была быть. Обязанности по дому упали на плечи других, но, думаю, больше всех пострадали близнецы. Что ж, теперь все меняется. Я обещаю сделать все, что смогу. Я позабочусь о вашем доме. Когда я вижу ее такой грустной, я вспоминаю свою маму. Я не видела с ней с тех пор, как переехала. Ты ангел! На дом и сад у тебя должна уйти примерно неделя. Неделя? Я не знаю, научусь ли я за это время хотя бы ориентироваться здесь. Я глубоко вздыхаю и не подаю вида. Вы можете на меня положиться? Я подскакиваю, услышав телефонный звонок. Мадам отвечает на него, жестом извиняясь. Да, это она. Прямо сейчас? Я позабочусь об этом. Она вешает трубку. Извини, Аврора, срочно нужно на работу. Боюсь, мне придется прервать нашу экскурсию. Курагана, можешь продолжить и показать ей все? Конечно, мадам. Я смотрю вслед мадам, и мне грустно за нее. У нее все будет в порядке? Не волнуйся за мадам, она может казаться хрупкой, но невозможно стать директором и президентом знаменитой компании, не научившись держать себя в руках. Директором и президентом? Он хихикая кивнул. Думаю, вот почему ты ей так нравишься. Она сказала, ты так быстро помогла ей на вечеринке. Думаю, она видит в тебе себя. Но я совсем не похожа на нее. Она такая холодная и собранная. А еще красивая и успешная. До того, как мы встретились на вечеринке, я пыталась сводить концы с концами. Я знаю, что это такое. Знаешь? Я был таким же, как ты, до того, как меня наняла семья Фучуин. Я брал подработки, но никогда не чувствовал, что меня ценят. Когда я пришел сюда, все изменилось. Хотя Хару, мой начальник, кажется, он больше похож на моего друга, чем на того, у кого я работаю. На самом деле, я думаю, что мне очень повезло попасть сюда. Надеюсь, ты не против, если я спрошу тебя, где близнецы? Я нервничала, потому что не знала, где они. Конечно, я не против. Не бойся задавать мне любые вопросы. Близнецы сейчас на работе. Иди за мной. Я буду показывать тебе дом, пока мы разговариваем. А где они работают? Ты правда не так много знаешь об этой семье, да? Может, это и к лучшему. Близнецам нужно бывать с людьми, которые не падают в обморок от их славы. Это помогает им спускаться с небес на землю. Славы? Что это за парни? Хару – актер. На самом деле, хорошо, что ты спросила. Он бы оскорбился, если бы подумал, что ты не знаешь, кто он. Юки, как и мадам, работает в компании. Он гордится своей работой, но ему не нужно ничье одобрение. Кстати, где мы? Я все еще безнадежна в плане ориентирования в доме. Это комнаты близнецов. Просто совет. Не входи, если тебя не приглашали. Что? Может, они просто трепетно относятся к своим вещам? Не думай об этом, я уверен, ты разберешься. Так, спорю, что ты умираешь с голода. Как насчет того, чтобы дальше посмотреть кухню? Все еще беспокоюсь, что может случиться, если я войду в их комнаты без приглашения. Я иду с ним на кухню. Я вымоталась после долгого дня хождения за Кураганы и попыток запомнить, где что находится. Немного пробродив, я смогла найти свою комнату. У меня так болят ноги. Эта кровать такая потрясающая, будто я принцесса и лежу в облаке. Все, что мне сейчас нужно, это личный дворецкий. Я почти слышу его, мои глаза закрыты. Я, наверное, уже сплю. Ты уже в кровати? Простые люди должны рано отправляться спать, потому что у них такая скучная жизнь. А! Что это, господи? Испугавшись, я взвизгнула. Я сразу села и увидела в дверях обоих близнецов. Что вы здесь делаете? Из-за моего визга взгляд Юки вдруг становился злым, но он быстро возвращает самообладание. О, ну пожалуйста, ты не можешь быть настолько удивлена. В конце концов, это наш дом. Я хотела сказать, что вы делаете в моей комнате.
Мы хотели убедиться, что ты хорошо устроилась здесь. Говори за себя. Я здесь только за тем, чтобы убедиться, что ты не встреваешь в неприятности, Хару. Я так часто присматриваю за тобой. Кто бы мог подумать, что я твой младший брат? О, да ладно, расслабься. Поживи немного в свое удовольствие. Вот. Юки держит пакет из магазина. Что это? Акабана сказал, что он купил тебе кое-какую одежду. Так как Хару собирался пойти к тебе, я сказала Акабана, что ему не придется идти, и что я отнесу покупки сам. Он принес мне одежду сам, вместо того, чтобы дать это сделать слуге. Спасибо. Не успела я взять у него пакет, как кто-то выхватил его из рук. Посмотрим, что он купил. Хару копается в пакете и хаотично бросает вещи на мою кровать. Ох, это все такое скучное. Где наряд служанки, короткие юбки? Да ладно! С серьезным выражением лица он поворачивается к своему брату. Ты правда должен поговорить с Акабане? Это ужасно! Я думаю, что это все выглядит неплохо. Ну, конечно, ты так думаешь. Ты же простая девочка. Знаешь, если ты боишься спать одна в новом месте, я к твоим услугам. Принять ли мне его предложение? Господи, ты еще раздумываешь? Премиум выбор. Ну, знаете, это, конечно, очень-очень деловое предложение, но тем не менее. Что? Нет, спасибо. Я краснею от этого предложения. Хватая брата, Юки пытается утащить Хару к двери. Дай бедняжке отдохнуть. Ей предстоит важный день. О, да ладно. Хару надувает губы, пока его тащит Юки. Стараясь восстановить дыхание, я покидаю свою постель-убежище, чтобы снова закрыть дверь. Так вот каково это — быть здесь служанкой. Одежда все еще раскидана по моей кровати. Мне не важно, что говорят близнецы. Я считаю все эти вещи милые. Надо не забыть поблагодарить мадам и Акабана. Я вскоре засыпаю. Что ж, ребята, это все на сегодня. Мы продолжим в следующий раз, уже 3-й эпизод My Twin Romance.